Смогут ли две RGB-лампы полностью изменить обычный компьютерный стол? Проверю все режимы, яркость, реакцию на музыку и скажу, стоят ли они покупки. А вам приятного просмотра. Посмотрим, что находится внутри. Ну, коробочка нормальная такая. В комплекте идут две RGB-панели, две подставки, пульт управления и кабель питания USB. Значит, лампы, оказывается, неполноценные немножечко, но угол, можно сказать, широкий. Хорошо. Кстати говоря, здесь есть пульт, в котором... сейчас покажу. Здесь есть пульт, в котором две батареечки нужно вставлять. Вот такие вот микропальчиковые. Я их купил заранее, в комплекте они не идут. Так, смотрите. Здесь у нас есть еще основные подставочки для двух ламп. В принципе, с выемками для Type-C шнуров. Потому что я вам покажу попозже. Туда подключаются Type-C шнуры. Ладно. Ложим. Ну а конечно же основное питание у нас от USB и 2 Type-C. В общем, смотрите, провода реально длинные, скоро распутаю, покажу все. А здесь, какая платка. Сразу видно, не дешевенькая. Хотя, ладно, смотрите до конца, покажу цену попозже. Остаются две инструменталочки и какой-то там вроде QR-кодик. Не знаю для чего, пробуйте потом смотреть сами. Давайте проверим по качеству сами лампы. Здесь вот вход Type-C, это и тут, и там, то есть на двух лампах. Обычный пластик, не то чтобы обычный, чувствуется, как будто просто прочный пластик. В принципе, я думаю, это нормально за такие деньги. Взгляните на то, как они просто без подставок стоят. Вот одна, если подставить, можно. Ладно, давайте возьмем подставочку, не падай. В общем, здесь она очень легко заходит, но сразу рассчитывайте, чтобы выход, там где вход Type-C, был через ту выемку. Все, одну подцепили, теперь вторую подцепим тоже. В общем, теперь они вроде как более-менее так нормально стоят и не шатаются, так что нормально. Так что провод распутаем, есть стандартные зажимчики. И, конечно же, я думаю, длиннее, чем казались сами провода, точнее, длина проводов. То есть, соответственно, расстояние от лампы до лампы. Но еще в конце тоже могу показать одну лампу отдельно. Я скажу, что провод достойного качества. В целом все четненько. Не то чтобы какая-то узенькая ерунда. Вставляем один. Вот аккуратненько вставляется. Все четенько. И во второй. Хорошо. Аж не терпится проверить, что же нас ждет. А ну-ка. Обалдеть! Вы представляете, что это такое? Ёшкин пупс! Ай-яй-яй-яй-яй. Это самый сок называется, друзья, самый сок. Смотрите, как они вообще возле монитора нормально смотрятся. Это класс. Ну а теперь самое детальное в пульте. От повышения яркости до самого последнего режима музыки. Вот как они включаются. Так. Сразу видно, что здесь яркость на максимуме уже. Давайте понизим ее. Слушайте. Ого. Вот эта минималка, прикол, это как ночник можно использовать. Ладно, посмотрим, есть ли там еще режим ночника. Так, спокойно, вот выключение и включение. Красную кнопочку. Ух ты, неплохо. Так, зеленого, темно-зеленого точнее, голубого. Белый цвет есть даже, нормас. Оранжевый, зеленый и голубой светло. Режим таймера на 1 час и 2. Ну, прикольно. То есть аккумулятора встроенного нет, поэтому можно не экономить время. Ну и другие цвета, друзья. В общем, до фиолетового. Класс. Так, режимы, моды. Самое интересное, что нас ждет. Смотрите, они переливаются просто. Так, вы сейчас не видите, но я сейчас постараюсь уменьшить. Да, вот картиночку теперь вам видно более-менее. Видно, как они переплываются просто. Если честно, я вот первый раз, когда взял, это классно. Это мне очень понравилось. Давайте перелистнем все режимы и проверим, как они работают. Ух ты! Неплохо, неплохо. Так, давай еще один. Ух ты! А это вообще, знаете, как будто часть просто даже не работает, часть лампы. Класс. То есть, вообще шикарно. Так, смотрим. Пишите комментарии, какой режим вам понравился больше всего, потому что я даже не знаю, мне все понравились, но вроде бы самый, который просто переливается, мне пока что нравится больше. Ладно. Смотрите, разве это не чудо? Я думаю, что это класс. Просто лайкосик.
Да. Дальше у нас есть регулировка скорости, плюс и минус. Давайте приплюсуем, оно мигает, значит она на максимуме. Ладно, наверное, нужно музыкальный режим включить. Сейчас все будет. Смотрите, я подставляю планшет с музыкой, на фоне она пусть играет, сразу слышно, как ритм отбивает. Вот просто прислушайтесь. Ну, сразу, в общем, слышно, да? Так, теперь мы проверим по-настоящему скорость. Так, сейчас она вроде очень быстро. Хорошо. Давайте отминусуем максимум. Так. Мне нужно только разобраться. Вроде бы... Просто напишите комментарий, потому что я могу не заметить, она сейчас медленнее стала или нет. Вот я поменял режим музыкальный, и вообще прикольно вообще на самом деле, как оно все выглядит, мелькает. Ну, каждому человеку под стиль, в общем, как ему нравится. Так что, если что, вам тоже может подойти. Так, ладно, максимально снижаю, но я так понимаю, что это просто не для музыкального режима. Ладно, давайте посмотрим хотя бы музыкальную, как она, все режимы именно. Вот последний режимчик. Ну, в общем, да, есть чем позабавиться, и все-таки скорость не для музыкальных режимов, поэтому она подстраивается под звуки, так что тут сказать. Но меня удивило факт, что здесь есть ночной режим. Давайте нажмем, проверим. Как спокойно стало на глаза. И приятно просто. Ай, класс. Теперь давайте отойдем постепенненько к другую часть комнаты и проверим, насколько далеко работает от пульта. Я думаю, что метров 10 с плюсом должно работать. Вот смотрите, сейчас примерно метров 5 там плюс-минус. Пока что работает, приблизим. В целом лампочки очень хорошие, мне нравятся. Еще дальше отхожу постепенно, понемногу. И сразу видно, что дистанция вообще длиннее, чем даже на обычных, знаете, товарах, даже дорогих. Я вот брал вентилятор, там и то не такая большая дистанция, как на этих светильниках. Так что, ребят, рекомендую, дистанция очень хорошая. Так, вы все видите своими глазами. Ладно, погнали обратно. Запечатываем с пультом полный порядок, так что не волнуйтесь. Как и обещал, в конце я покажу, как отдельно работает одна лампа. Так что внимательно и проверим, будет ли она вообще... Да, работает. То есть главное питание подключи, а там уже не важно. Интересно, а что если... Ладно, попробуйте сами, пожалуйста, затестить, если обычный Type-C всунуть туда просто, знаете, как зарядка. И будет ли сама лампа работать без головного мозга, так сказать? Это уже вы сами проверите и напишите, пожалуйста, комментарии. Так, я почел нужным вам показать прямо вот вблизи. Вот просто, понимаете, я видел в камеру, что действительно не передает всей, оно как-то засветляет. Но вот здесь просто самый сок. Вот это настоящий самый сок. Вы хотя бы просто представление можете иметь. Вот это вот ночничок такой, тоже очень качественный. Красный, зеленый, голубой, оранжевый. Короче, тут все цвета, это очень красиво. Хотя, сейчас еще немножечко уменьшил свет, и вы тоже еще лучше можете видеть. То есть, по сути, друзья, если там яркость, как вам надо в самом отрегулировать светильники, это самый сок. Так что вы еще просто не самый сок смотрите, потому что я вам показываю это все с камеры. Это глазами самый сок. Очень приятно, на самом деле. На глаза ничего не мерцает, так неприятно. И все плавно, все шик. Все режимчики я стараюсь сейчас перелистнуть, чтобы вы увидели, как оно вблизи работает. Потому что я вам показывал немного засветленно, размыто и как-то вот не в полном формате. Но я думаю, что теперь вы понимаете, что эта лампа не просто так. Маленькие, но удаленькие. Хотя не такие уж и маленькие. Так, смотрите, друзья, здесь есть белый цвет. Давайте его включим и покажу, как оно горит. Просто белый цвет, понимаете? Две лампы просто поставить куда-нибудь, и вот обычные лампы. Да, вот неполноценные немножко лампы, но если спрятать те, уголки, то понятно, что все четненько, как будто полноценные. Кому оно надо? Просто поверните, если что, немножко, и все. А так все четко. Так, крепкие и очень светят ярко. Да, все, мне понравилось. И самое главное, это маленького пауэрбаночка от маленького. Я просто его затестил. Я удивлен, что он все это время сейчас, пока я снимал, работал и работал. Кстати, здесь есть кнопка, которая управляет тоже без пульта. Так что вещь очень годная, мне понравилась. Прям вот класс. Высшего класса всего лишь за $10. Но
Во-первых, вот по этому QR-кодику вы можете просто получить скидки на любые товары. А во-вторых, все ссылочки в описании, так что не забывайте, переходите, кому нужно, берите. Все, всем